Ох, я разошлась на этот раз. Ох, я назаливала сколько всего. Я на Алиэкспрессе заказала вот такие формы. Я вам в прошлом видео их уже чуть-чуть показала. Буду их сегодня заливать. Также в прошлом видео я вам показала 3 офигенских красителя. На самом деле я заказала их намного больше. Вы же понимаете, к чему я, да? Будем создавать кристаллы. Еще мне пришел вот такой единорог, и я тоже сразу решила его попробовать. Защищаю рабочую поверхность и берусь за смолу. Так как я смолу буду окрашивать, ее кристальность мне не особо важна, поэтому беру смолу для декора. Как обычно, смешиваю в нужных пропорциях. Кстати, смотрите, если вы смешиваете смолу вот в таких стаканчиках, не забывайте проходить палочкой вот по этим углублениям на дне. Иначе там смола не смешивается с отвердителем и может испортить вам работу. У меня так бывало. И дальше я разливаю смолу по нарезанным одноразовым стаканчикам, чтобы окрасить ее. Ломаю деревянные палочки для кофе, потому что длинные мне не нужны, так как в 2 раза больше получается. Красители у меня разные. Есть обычный прозрачный цвета морской волны, а есть вот такие с перламутровым отблеском. Еще для нежности мне хотелось добавить белый цвет, но белого красителя тогда не было в наличии в магазине, поэтому я для этого цвета взяла по старинке свой любимый акрил. Добавляю в один из стаканчиков этот волшебнейший цвет. А вот с перламутровыми красителями все не так просто. Их надо сначала хорошенечко перемешать в пузырьке и только потом добавлять в смолу. Просто пока они стоят, их перламутровый пигмент оседает. Это абсолютно нормально, и нам его нужно просто поднять со дна. Когда все красители добавлены в смолу, я оставляю ее минут 30 отстояться, чтобы из нее вышли пузырьки воздуха. А потом можно заливать формы. Добавляю все желанные цвета и потом аккуратненько перемешиваю их, но не сильно. Надо лишь разбить четкие границы слоев разных цветов. Кстати, так как смола у меня еще довольно жидкая, соседние цвета еще немного проникнут друг в друга, создавая плавный градиент. Они как бы окрасят друг друга. Заполнив те основы, я перешла к единорожке и постепенно стала заполнять его разными цветами. Но смолы у меня по-прежнему осталось много, не выкидывать же богатство. Помимо всего прочего, я приобрела еще точно такую же основу под кристаллы, как у меня было раньше, в первом видео «Я у мамы алхимик». Только на этот раз я нашла такую прозрачную форму, чтобы хотя бы примерно видеть, какого цвета сколько я залила и что вообще там получается, чтобы не работать совершенно вслепую. Через 2 дня можно смотреть, что получилось. Я тогда решила залить еще одну свою новую форму, потому что я что-то очень много смолы замешала. И чтобы она не пропадала, я решила протестировать и эту покупку.
Я первый раз купила форму сразу с дырочками, и это оказалось довольно удобно. Вообще, если кому интересно, то ссылки на все товары, которые я использую, я всегда оставляю в описании. И я постаралась тут закрутить смолу, как в предыдущем видео, но вот на лицевой стороне этого не видно, так что у обладателя этого кулона будет такой секретик. Это как концентрация волшебной силы внутри. Что интересно в таких кристаллах, так это то, что они издалека кажутся почти одного цвета, но в то же время нет, они совершенно разные, и внутри у них невероятные переливы. Дальше единорог. Я раньше скептически относилась к брошкам, но тут поняла, что хочу его носить на своем свитере. Но так как это был пробный вариант, я не до конца залила его смолой, и у него получились вот такие неровные концы, но это можно исправить. Я решила покрасить его сзади белым акрилом, чтобы он был менее прозрачный, и его цвет был ярче на лицевой стороне. Потом я его даже подписала. Первый раз мне захотелось подписать какую-то свою работу. Остается только приклеить основу под брошку и залить это тонким слоем смолы для фиксации краски. Пока я не вынула кулоны, я решила вставить в них штифты вот с такими шапочками для бусин. А вот в капельки я вставила вот такой зажимающийся бейл. Смотрится довольно аккуратно, мне кажется. Дальше вынимаю кулоны. Все пальцы переломаешь с ними. Я пробовала отделить их от формы с помощью зубочистки, и она оставила следы на кулоне, и боюсь, как бы не оставила следы на форме. В двух кулонах есть вот такие пятна. Это, судя по всему, сгусток акрила, но ничего, остальные все кулоны просто идеальны. Я в таком невероятном восторге от того, какого цвета они получились и какие у них переливания и градиенты. А теперь, внимание, вопрос. Как бы вы назвали эту коллекцию? Потому что, она слишком нежная, чтобы быть космической, а цвета такие сладкие. Не буду вам говорить, что мне приходит на ум, чтобы не сбивать вас своими идеями, но в названиях я не очень хороша, поэтому предоставляю вам возможность придумать название для этой коллекции. Надеюсь, это видео было вам интересным и полезным. Ссылки на все материалы, как всегда, в описании. Ну а я вас вот так вот люблю. Пока!